Хорваты и сербы, сербы и хорваты. В русскоязычном пространстве очень часто встречаюсь с данной темой, причем разговоры на эти темы обычно намного больше в пользу сербов, чем в пользу хорватов. Но как бы то ни было, они всегда или почти всегда исполнены стереотипами, многими незнаниями, предрассудочными знаниями. И так можно услышать очень разные мнения, что хорваты — это просто сербы-католики, или что сербы — это просто православные хорваты. Правда, это не так часто встречается в русскоязычной среде, но оно встречается у других славян и на Западе. И это меня заставляет задуматься о том, как мы воспринимаем мир вокруг себя очень часто не таким, какой он есть, а таким, какой образ мы себе об этом мире создали. Потом люди, которые немножко более смиренные и немножко больше думают и стараются разобраться в том, о чем говорят, у них все может исправиться. У других с этим немножко хуже. Ну, не надо отчаиваться. Всегда можно что-то сделать для того, чтобы приобрести новые знания. Кто я такой? Меня зовут Ростислав, и сегодня я хочу немножко с вами поговорить о теме хорватов и сербов. А почему я могу об этом говорить, или какие вообще мои знания об этом, кроме профессиональных? Ну, я и сам являюсь хорватом, если точнее, хорватским славянином, но и с сербами у меня тоже есть определенные связи, но не такие, как это обычно предполагалось. Что хочу сказать. Часто, когда разговариваю с кем-то русскоязычным или в целом так с кем-то из восточных славян, а и даже из западных бывает, часто встречается такое мнение, что хорваты очень сильно связаны с сербами. И да, в каком-то смысле это действительно так. Но по факту, как человек, проживший большинство своей жизни в Хорватии, могу сказать, что все-таки это очень сильно зависит от того, из какой части Хорватии кто-то. Допустим, есть люди, которые вообще не имеют никаких родственников и никаких связей с Сербией, да, а есть те, у кого это больше. Я, например, когда начал знакомиться и вообще когда поглубже знакомился с восточнославянским миром, там ситуация достаточно сильно отличается от нашей сербско-хорватской, так как действительно очень многие украинцы, очень многие русские, белорусы имеют родственников в каждой из этих трех славянских стран. Причем такие, что один брат живет тут, другой брат там, или двоюродные братья. Одна семья украинская, другая русская. То есть все этот массив, можно так сказать, потомок Древней Руси, как бы кто ни говорил, в одинаковой степени потомками средневековой Руси эта идентичность является как русские, так и украинцы, так и белорусы. И я знаю обязательно, что придут люди, которые хотят просто показать свои эмоции всему миру и будут говорить оскорбительные слова про других славян. Вот. Но в Сербии и Хорватии это не так. Что касается моих личных связей, у меня нет связей в Сербии в смысле, что меня там кто-то из предков, можно так сказать, или что кто-то оттуда прямо из моей линии. Но есть у меня хорватские родственники, которые выходили замуж за сербов, например, и затем моя бабушка и мой дедушка с маминой стороны, они жили в Белграде во время Второй мировой войны и чуть позже тоже. Такая моя история. Ну, давайте вернемся теперь к сербам и к хорватам. Значит, уже с самого начала хорватского и сербского людства, хорватского и сербского народа в рамках славянского мира, там есть некоторые отличия, но есть и многие параллели. Существует очень многие теории этногенезиса по хорватам и по сербам. Это включает теории о славянском происхождении хорватов и сербов, об иранском происхождении. Что касается хорватов, существует и готская гипотеза о происхождении хорватов. Что касается сербов и хорватов, существует иллирийская теория о происхождении сербов и хорватов. Но, в общем, начало хорватского и сербского народа достаточно туманные. И в источниках как хорваты, так и сербы впервые упоминаются в IX веке. Впервые упоминаются, это значит, что речь идет именно о славянских хорватах и сербах, которых мы знаем и сейчас в современном мире, о которых четко, точно все известно, что да, это сербы-славяне, да, это хорваты-славяне. В основном это источники франкские на латыни, и это, с другой стороны, тоже источники византийские на греческом языке. Исторически разные топонимы в связи с хорватами и сербами встречаются практически по всему славянскому миру.
Ну, а тут, где они самые такие известные, так сказать, это хорватский этноним или разные другие названия, которые происходят от хорватского этнонима, они расположены в основном на Карпатских горах, то есть известны из «Повести временных лет» белые хорваты, например, не только оттуда, а из греческих источников. Также из Константина Багрянародного, например, он писал о Белохорватии, которая находится где-то за турками, то бишь где-то за венграми на Карпатах. И, в общем, этих хорват встречаем на востоке современной Украины, на юге современной Польши, на частях современной Словакии, а потом также встречаются хорваты на территории Чехии. Следующие хорваты встречаются на территории средневековой Карантании, это современная Южная Австрия, и потом в современном хорватском Приморье, в Греции и на острове Крита, как по-русски, не знаю, не вспомню пока. Но и потом упоминается еще где-то возле Баварии, то есть где-то возле южных немцев, так сказать. Сербия упоминается на той территории, которая сейчас известна как Сербия. На протяжении истории это называлось и другими именами, такими как Белая Сербия, да, то есть есть у нас аналог, тут существует Белая Хорватия и Белая Сербия, но они находятся на разных местах, это не одна и та же территория, то есть Белая Сербия находится намного западнее Белой Хорватии, например. И даже когда говорим о том, как предки современных хорватов и сербов оказались на славянском юге, тут есть много неясностей. Да, мы из исторических источников знаем, что первые славяне начали заселять просторы современной Южной Славии, то есть территорию Балкан, начали населять где-то с VI века, с конца VI века, и потом в VII веке, VIII веке. Но дело в том, что в исторических источниках того времени все эти славяне, точнее, никто из этих славян не обозначен этнонимами хорваты или сербы. То есть хорватский и сербский этноним одновременно являются вторичными на территории южных славян. Они, как я говорил, зафиксированы только лишь в IX веке, причем сербский этноним зафиксирован несколько десятилетий раньше хорватского, а упоминаются они в франкских аналах в контексте с восстанием панонского славянского князя Людвига Посовского, так он в историографии известен, наш владыка, наш правитель, и он у нас в нашей историографии, в хорватской историографии, считается одним из хорватских князей. Хотя в самых исторических источниках к нему никогда ни разу не придается этноним хорват, а всегда славянин, склавус. То есть и не серб, а именно склавус. Но в этом источнике упоминаются все-таки сербы, упоминается, что этот Людовик в каком-то моменте определенном убежал от франков к сербам. Позже потом, правда, вернулся, ну и был убит на территории средневековой Хорватии. Но хорватский этноним там с точностью потом является где-то в середине IX века, и он уже встречается в связи с территорией средневековой Хорватии. Это современное хорватское Приморье, Далматия и Хорватия. Там образуется скоро после IX века, или, возможно, уже еще в IX веке образуется такое славянское государство, где смешивается романский и славянский хорватский элемент, и поэтому королевство официально называется Королевство Хорватии и Далматии. То есть два этих компонента, две составляющих. С сербами, что касается этой ранней средневековой истории, известно намного меньше. Да? Намного больше источников у нас существует о хорватском княжестве, о хорватском королевстве, там до XII-XIII веков. Сербских источников становится больше в более поздние времена, там, с XIII века, с времен святого Саввы Сербского, с времен царя Душана Сильного и сербского царства, которое просуществовало, сейчас не хочу ошибиться, то ли 28, то ли 30 лет, то ли чуть больше, где-то около того, и что представляло потом такое вдохновление, да, для обновления современной сербской государственности. Ну и когда предки хорватов и сербов населили эти территории южных славян, которые и сейчас населяют, они сначала, если сравнить с той территорией, где хорватские и сербские этнонимы, где сейчас находятся, да, они распространялись в прошлом намного уже и намного южнее, чем в современное время. То есть хорватский этноним был
привязан прежде всего к Приморью. Территория между реками Сава и Драва, она не называлась Хорватией, она называлась славянской землей. Словенская земля, словенский Орсак чуть позже, когда уже венгерское влияние было, а также и Войводина, и северная часть Сербии, там тоже сербский этноним не распространялся. Сербский этноним распространялся намного южнее, там, где была средневековая Рашка, где, в общем, территория примерно, так сказать, южной Сербии и части современной Боснии и Герцеговины. То есть там было такое ядро сербского этнонима. И если говорим о самых ранних временах, как предки хорватов, так и предки сербов верили в одних и тех же славянских богов. Естественно, все были частью одного большого славянского народа. Князья были свои у всех, такие поместные и так далее. Объединение каждой из этих земель — это исторический процесс, который произошел намного позже. То есть та Хорватия, которая в конечном итоге получилась, и та Сербия, которая в конечном итоге получилась, это результат многих столетий развития. То есть это не изначальные сербы и хорваты. Просто сербские и хорватские этнонимы на территории южных славян распространились так далеко, что они проглотили все другие мелкие идентичности. Вот, например, та славянская идентичность, о которой я говорил, которая находилась на территории между реками Дравой и Савой, она была проглощена прежде всего хорватской идентичностью, хорватским этнонимом. В Сербии, например, они были поглощены сербской идентичностью. Потом у нас были в Приморье еще Захумле, Травунья, Дукля и так далее. Их идентичности тоже были в основном проглощены сербской идентичностью, а неретлянская или языческая идентичность на юге Хорватии, она была проглощена хорватской идентичностью. И мы даже знаем, вот, например, что касается захумлян, то есть захалмлян, у них была своя легенда о том, как они пришли туда. Легенда, которая отличалась от легенд хорватских и сербских. То есть она говорила о том, что их предки пришли, переселились с территории, где течет река Висла, то есть из Польши, грубо говоря. Вот. Но в конечном итоге они тоже были ассимилированы в хорватский и отчасти в сербский народ тоже. То есть тут видим такую разницу. А потом, когда хорваты и сербы принимали христианство, нужно понимать, что церковь еще не была расколота на православную восточную и на католическую западную латинскую. То есть все это была одна и та же церковь. Не было этой разницы религиозной, что типа там хорваты католики, сербы православные. Хорваты и сербы, и те, и другие были язычниками сначала. Причем, заметьте, у них существовала разная идентичность. Они не считались просто чем-то одним, несмотря на то, что у них одна религия была. То есть уже тут была разница. Уже тут хорваты воспринимали себя хорватами-славянами, сербы — сербами-славянами. То есть уже было это разделение, да. Потом хорваты и сербы принимают потихоньку христианство, и хорваты и сербы впервые встречались с христианством через порабощенных людей местных, романизированных илиров, греков, и самых римлян. Это население пряталось потом прежде всего на разные острова и высокие тяжело доступные местности. И в этих контактах с ними некоторые предки хорватов и сербов уже принимали христианство. Но тогда еще не было попыток массовой христианизации как сербов, так и хорватов. Поэтому они еще долго поклонялись языческим богам. А еще доказательство тому, что на тот момент, когда предки хорватов и сербов пришли на эти южнославянские территории, доказательство того, что они были язычниками, это топонимика или сакральная топография, где как раз видим ту типичную славянскую сакрализацию, освещение пространства, где какой-то горный массив посвящается богу, который связан, богу или кумиру, который связан с громом, да, со стрелой, то есть там Перун обычно, какая-нибудь гора Перун или что-нибудь еще, Пирин и так далее. В общем, что-то, что связано с Перуном. Потом есть какая-нибудь вода, водянистая местность, которая связана с Мокошью, и еще через эту воду напротив этого холма обычно какое-то пространство, которое посвящено Велесу, а потом с христианизацией эти места были связаны либо с святым Николаем, либо с святым Василием или Влахием. И да, но это заметно. Это заметно
как на сербской территории, так и на хорватской территории. То есть уже тут существовала такая разница. И если идем дальше, когда случился церковный раскол, еще тогда не все было ясно и понятно, потому что сербские правители тоже рассматривали католичество, а в Хорватии присутствовало и восточное христианство, особенно это народное, уже когда ученики Кирилла и Мефодия, святых наших, нашлись на территории Приморской Хорватии, и там достаточно сильно распространилось богослужение на славянском языке, славянская служба, которая на Западе только лишь спустя много времени была включена в католическую церковь, а на Востоке, в принципе, никогда не было это проблематичным. То есть славяне могли, по сути, служить богослужение на своем языке. Это был церковно-славянский тогда, что касается церковного употребления или употребления в храмах. Но это была такая разница. В общем, и хорваты раньше сербов получили свое королевство, признаки королевской власти. Традиционно у хорватов первый из таких королей был король Томислав. Его в Хорватии помним как первого короля, хотя некоторые это и оспаривают. Но дело в том, что в латинских источниках, да, он действительно назван Рексом, то есть королем. Но мы не знаем, был ли он по-настоящему первым королем, или это был скорее Степан Држислав, который правил намного позже. Но такая тут была на юге традиция, что кто стал первым королем, и у него было еще одно имя, то есть придавалось к нему еще одно имя — Стефанос, что значит «венчанный», Стефан, да. Поэтому вы, если посмотрите, первый венгерский король — Иштван Стефан, потом у хорватов это Степан Држислав, у сербов, у каждого правителя есть это Стефанос, Степан Душан тоже, да, например. У всех них, короче, вот такая система была. Поэтому многие сомневаются насчет Томислава. Но Томислав правил где-то около 925 года, это X век, и уже с тех времен известно из источников, что в Хорватии точно существовало славянское богослужение вместе с богослужением на латинском языке. Ну да, в Сербии эта ситуация развивалась по-другому. Но вернемся еще немного к Хорватии. Хорватия, средневековая Хорватия, такая, да, королевство. Хорватия такое независимое королевство в рамках Средневековья образовали в лучшем случае около начала X века, когда правил именно король Томислав. И это королевство, как независимый субъект, существовало до 1102 года, когда оно было включено в Венгерское или Угорское королевство. Большое королевство, которое включало территории современной Словакии, Румынии, Венгрии, Восточной Словении и этой части хорватской между Савой и Дравой, где было славянское королевство средневековое. Все это, в общем, было включено в Угорское королевство. Но Хорватия была не включена как просто территория, да, как просто провинция, а была включена в Венгерское королевство как отдельное королевство. То есть, в принципе, это была персональная уния. Хорватия и Венгрия были связаны через короля, а законы, правила внутренние и так далее у каждого были свои. То есть, то, что многие не понимают. То есть Хорватия, по сути, не потеряла свою государственность, а в рамках Венгерского королевства еще больше укрепила эту государственность. И потом уже на протяжении 19-20 века, да и раньше тоже, это королевство включало в себя 3 составных части. Славонию, то есть Хорватию между Савой и Дравой современную, потом Хорватию и Далматию. И все это было одно королевство в рамках Венгерского королевства. И со своими этими органами власти свой хорватский сабор существовал, и хорватское собрание, существовало свое славонское или славянское собрание в Загребе, да. Они позже потом объединились в одно, и таким образом, в принципе, хорватская государственность как такая политическая, Хорватия как политический субъект, она, в принципе, никогда не исчезала. С Сербией история идет немножко по-другому. Сербия еще повысила свой статус. Она была княжеством сначала, потом была королевством, но потом, ну, там разные выражения, на самом деле, была еще деспотовиной, когда Сербией правили деспоты. Деспоты — это не нужно понимать в современном отрицательном значении, а это просто как правитель.
Я сейчас упрощаю очень сильно. Ну и Сербия достигла вершину своего развития в 13-14 веках, то есть начиная там с святого Савы Сербского, с Неманичей, которые дали очень много святых, что касается правительских домов. И да, вершину потом достигла при Степане Душане или Душане Сильном, очень значимом правителе, который был связан и с болгарами, и который себя видел как престолонаследником или новым императором Византийской империи в том числе. Да? То есть для него не важно было, что он там только сербами правит, а он был правитель как сербов, так и греков, ну и других, кто там находился. И это находилось и в титулации. То есть в это время, когда Хорватия уже проглашена Венгерским королевством, Сербия все еще существует. Но, как это очень часто бывает, после такой вершины развития очень часто происходит падение. После Душана Сильного правил только еще один правитель, царь сербский, который был намного более слабым правителем, чем Душан Сильный. Да, и при нем в конечном итоге и при его наследниках это царство распалось на много таких маленьких частей, на много маленьких княжеств. В общем, была такая феодальная раздробленность. Тут видим, что политическая история хорватов и сербов, она достаточно сильно отличается. У хорватов усилялось влияние Запада, латинское влияние. У сербов усилялось греческое, византийское, восточноевропейское влияние. И, конечно, да, это внесло определенные отличия между сербов и между хорватов. Но что я заметил в многих разговорах о наших народах, это то, что многие думают, что, мол, сербы какие были, есть и будут всегда, а хорваты вот откололись, начали что-то свое. А совсем не было так. Хорваты и сербы отбросили то, что было раньше, и каждый из них принял уже что-то новое, что отличалось. Вот в этом фишка, в этом разница, да. То есть не было так, что хорваты поначалу были православными, а потом перешли на католичество. Или не было так, что сербы поначалу были католиками, а потом перешли на православие. Это очень наивное, на самом деле, очень неверное утверждение. И потом самое значимое событие в XIV веке для истории сербов, ну не только, это было важное событие для истории Балкан в целом. Это битва на Косовском поле 1389 года. Это была великая катастрофа. И многие не знают, что помимо сербов, там на стороне, христианской стороне, так сказать, участвовали также и хорваты. Известный хорват Иван из Полижны. Я правильно произнес по-русски? Ну, в общем, поищем, проверим. Вот. То есть тут разделяли судьбу представители сербов и хорватов, несмотря на то, что уже как бы были эти разницы, католические, православные. Косовская битва была большой катастрофой, потому что местное дворянство, которое долго между собой не могло поделить вещи, пострадало от внешнего врага. Турецкие или османские вторжения на южнославянские территории, конечно, существенно изменили демографическую картину у нас. Народы стали переселяться в направлении из юго-востока к северо-западу, ну и дальше тоже к юго-западу, в Италию. Так что определенные общины хорватов, хорватские общины, они переселились в Италию, конкретно в регионы, где Молисе и Абруцци. И до сих пор там существует такое сообщество хорватское, славянское. Они говорят, что их язык — это славомолизано, то есть язык славяно-малишский. Но по факту они как раз переселенцы из хорватской Далматии, и они связаны как этнографическая группа именно с Хорватией. Многие хорваты убежище поискали на территории Венгрии, Австрии, Словении. Так что именно в те времена, когда османы завоевывали Балканский полуостров, образовалась на пограничье между Австрией и Венгрией община градыщанских хорват, у которых образовался свой литературный язык, в чьей основе в основном чаковский язык, ну и тоже потом отчасти кайковский, но есть и штоковские черты. Хорваты переселялись туда. Куда же переселялись сербы? Сербы переселялись все больше и больше на северо-запад. И так многие местности, которые раньше были населены хорватами, населились пришлыми сербами, и не только сербами, а и влахами, то есть останками романизированного населения Балкан.
И изначально они еще сильно отличались от славян. У них были свои обычаи, они занимались прежде всего скотоводством, в то время как славяне занимались прежде всего земледелием, как хорваты, так и сербы. Но со временем эти влахи ассимилировались, переходили на хорватский язык, на сербский язык и даже стали считать себя хорватами или сербами соответственно. И да, религия тут играла определенную роль. Так что те, кто принял более западную версию христианства, то есть католический, их потомки со временем стали считать себя хорватами. Такие, например, как считается, такой был хорватский правитель, он часто известен или часто о нем говорят как о последнем короле хорватов, Петр или Петр Свачич еще в литературе. Он был влах по происхождению. И затем действительно очень многие представители того, что мы можем понимать даже как сербскую элиту, это тоже по происхождению влахи. Многие из них, не все, но многие все-таки. Десятилетие за десятилетием от Сербии была откусывана территория. В конечном итоге у турок, у османов получилось завоевать целую Сербию, целую. Белград пал в XVI веке, в 1521 году. Однако нужно понимать, что Белград был городским центром, и там жило очень много иностранцев. Это не был в таком современном значении сербский город. Да, между прочим, и хорватский Загреб. В хорватском Загребе были не только хорваты. Там были как минимум еще много итальянцев там жило, да, и много немцев даже там жило. Ну, так это со многими славянскими городами, чем западнее мы приходим. После этих катастрофических поражений Сербия была включена в Османскую империю. И это было на самом деле ужасно. Османская империя тормозила культурное развитие сербского народа достаточно сильно. Так что касается истории сербского языка, например, литературного языка, если говорим, а литературный язык средневековой Сербии, это был церковнославянский, сербского извода, развитие было заторможено. По сути, только благодаря церкви и выжила сербская литература, сербская культура. А так в народе многое вернулось обратно к устной культуре. Сохранилось много знаменитых сербских эпосов, которые распространились в конечном итоге вместе со сербскими беженцами и по территории Хорватии, и по территории Словении. Так, например, есть такой герой, Кралевич Марко его зовут, он правил в Македонии, и легенды о нем распространились по всех Балканах на самом деле. Это стало такой общей традицией. Когда говорим о хорватских отношениях в Средневековье, они не были отношениями ненависти, а хорваты и сербы не раз сотрудничали друг с другом. Я даже забыл сказать, что во времена определенных хорватских правителей, королей, князей, сербские дворяне, когда начинались войны между Болгарией и Сербией, они такое место для жизни нашли у хорватских князей и хорватских королей. Они им помогали, действительно. И да, кто-то, может быть, сейчас скажет, что «Ой, ты только про хорватов говоришь, потому что ты сам хорват» и так далее. Ну, я так скажу, у меня размышления другие. Для меня гораздо более приоритетно то, что я славянин, не то, что я хорват. Да, я и хорват, да, я этим горжусь, конечно же, но я славянин прежде всего. Да? Хотя я знаю, что для многих я сначала русский, я сначала серб, я сначала, не знаю, там, словенец, я сначала хорват. Ну, я не так на это смотрю. А почему я о хорватах сейчас говорю больше, чем о сербах? Это просто по простому факту, что я проходил хорватскую образовательную систему, и большинство своих знаний получал именно в связи с Хорватией. А Сербии получал уже потом, вторично, и что-то по Хорватии и сейчас делаю, поэтому мне это просто более знакомо больше на язык. Однако тот, кому интересно, можно наши найти тоже видео по сербской истории, где все поподробнее. Вот. Ну, и тут у нас, если вернуться к нашему рассказу, когда говорим про это Средневековье, значит, какая разница? В Хорватии, несмотря на то, что она была под властью венгров, и потом еще определенные приморские части оказались под властью Венеции итальянской, Serenissima Repubblica di Venezia, то, несмотря на это, тут культурное развитие не прекращалось. И поэтому плоды гуманизма и ренессанса, эпохи Возрождения, они очень быстро осуществлялись и в Хорватии. Поэтому, например, хорватские романы или хорватские сочинения на хорватском языке, на чаковском в том числе хорватском, они уже осуществляются
в XVI веке, да, уже литература хорватская в полном разгаре, так сказать. В Сербии все на несколько веков затихает. Прежде всего, как раз из-за власти османов, и потом только в конце XVIII века, ну, зачастую вне Сербии, то есть в Венгрии или Венеции, тоже печатаются уже сербские книги, и они потихоньку выходят за строго церковные рамки. И таким образом начинает возрождаться и сербская культура. Когда мы приходим к XVII веку, на территории Хорватии демографические изменения очень ощутимы. Территория чаковцев сузилась практически только на острова и на побережье Адриатического моря. То есть оно уже не распространялось так далеко вглубь сушу, как до османского насилия, до османских вторжений. Но так как появилось это новое население, которое часто как раз было влажское, но было там и сербское население, потом эти два элемента смешались, появился вопрос, как их включить в государство Габсбургов, в которое входила тогда уже и Хорватия, и Венгрия в том числе. Они населили прежде всего ту территорию, где была образованная так называемая военная граница. Это было пограничье Габсбургской империи и Османской империи. И, в принципе, это была такая местность, где люди не особо хотели жить, потому что была постоянная война, постоянные набеги. Ну и влахи все-таки там жили, и за то, что они жили в таких тяжелых условиях, они получили определенные уступки от правителя Габсбургской империи, от императора. Это были, например, более низкие, забыл как русское выражение для тех времен, но более низкие налоги, отдачи, или совсем им прощали дань. Наверное, дань, да. Вот. Но это было проблематично, потому что австрийский император, Габсбургский император, по сути, влахам раздавал хорватские земли. И тут, конечно, одна из причин конфликта местных хорватов и новопришлых валахов и сербов. Эти конфликты со временем обострялись, хотя люди как-то жили друг с другом все равно со временем, да. И многие из хорватских и сербских территорий были освобождены в конце XVII века. Был подписан мирный договор в Сремских Карловцах, это 1699 год, и тогда большие территории были опять включены в Хабсбургскую монархию, освобождены. Ну, военная окраина, военная граница, она так и продолжила существовать. Кстати, тут есть определенные параллели с восточнославянскими казаками. И способ жизни сербов и казаков на самом деле очень-очень похож. И те, и другие, прежде всего, православные были. Что интересно, вот именно этот момент, османская опасность, в этом лежит одна из причин нового сближения хорватского и сербского народов. Вот. И так приходим к началу XIX века, когда сербы, не без помощи русских, освободились. Ну, сначала, точнее, они получили просто автономию. Эта автономия со временем увеличивалась, и в конце XIX века было обновлено сербское королевство. И в то время Сербия была, что касается политической независимости, перед Хорватией. То есть у сербов получилось, они получили свое государство, сербское королевство. А Хорватия в то время все еще входила в Габсбургскую монархию или чуть позже в Австро-Венгерскую империю. Это одна и та же империя, просто она в 1868 году переустроилась и получила другое новое название, которое отражало новую политическую реальность. Да, но все равно очень большая доля сербской культурной жизни происходила в рамках Австро-Венгрии. То есть и знаменитый Вук Стефанович Караджич, он был одним из сербских беженцев. Его приютил словенец, славянский славист Питер. И, в принципе, практически все знания, которые Вук Стефанович Караджич о языке получал прямо от него. В Сербии, к сожалению, с образовательными учреждениями было не так хорошо. И так мы видим еще одну большую разницу между Хорватией и Сербией, в принципе, и даже в рамках позже Югославии, когда говорим, Загреб был всегда культурно-образовательным центром Югославии.
а Белград был больше политическо-административным центром. Это можно примерно сравнить с той ролью, которая, по крайней мере, в стереотипных представлениях в России играет Санкт-Петербург как культурная столица, ну и Москва как политическая столица. Вот примерно такой там раздел был. Но и в XIX веке все еще, если говорим о сербско-хорватских отношениях, эти отношения не были плохими. Да, периодически что-то выскакивало, но это не было, как потом в 20 веке, что это главная тема. Все-таки большинство образованных хорватов, они хотели сотрудничества с сербами, хотели объединения всех славян. Так в Хорватии и родилось движение иллиризма, движение о том, что обязательно нужно сблизить хорватский литературный язык со сербским литературным языком. И тут еще один такой момент, когда говорим о языке. Очень многие, когда говорят о хорватском и сербском языке, называют его по привычке или просто уперто сербо-хорватским или хорватско-сербским языком. Но это выражение, оно очень нечеткое, потому что вы не можете сказать «история сербо-хорватской литературы». Тогда вы что имеете в виду точно? Потому что эта литература развивалась в совершенно других контекстах. В сербском контексте было гораздо много больше этого церковно-славянского, в хорватском всех разных диалектов: кайковского, чаковского, штоковского. И это все-таки разное. Это, в общем, 3 таких больших хорватских наречия: чаковское, кайковское и штоковское. Но и в целом хорватская письменная традиция достаточно сильно отличалась от сербской. Достаточно сильно в рамках славянского мира, потому что, скажем по-честному, мы все-таки, как славяне, все сильно похожи, как бы нам этого не хотелось. Мне это хочется, но некоторым не хочется. Но, тем не менее, нужно понимать, да, когда мы говорим о сербо-хорватском языке, это название лучше применять только к тому литературному языку, который был создан в XIX веке и просуществовал как таковой до 90-х годов XX века. То есть тут специально очень часто искались какие-то компромиссы, забывалось что-то сербское, забывалось что-то хорватское, и потом делалась какая-то усредненная норма. Но и эта норма усредненная, она была какая? Очень часто говорила, что ее будут усреднять, а потом в конечном итоге, особенно второй половине 20 века, все-таки там хорватские формы заменялись сербскими. И да, я сам ничего против не имею, конечно, в таком ежедневном разговоре, там говорят сербо-хорватский, хорвато-сербский, но все-таки это язык с немножко другими орфографическими правилами, чем современный хорватский, отдельно взятый, и современный сербский. Что меня особенно сильно поражает. Да, мы, хорваты и сербы, очень сильно понимаем друг друга. Во всем ежедневном нет никаких проблем. Но как только речь идет о чем-то специфичном, то есть говорим о выражениях в медицине, например, или о выражениях в химии. Даже когда смотрите состав, если кто-то из вас, наших братьев восточнославянских, у нас живет, если смотрите состав на хорватском, состав на сербском, химические элементы по-другому называются, например. Для меня, как для носителя хорватского языка, это было особенно удивительно, когда я это обнаружил. Что, да, когда читал какую-то специфичную литературу, я перестал понимать, о чем идет речь. У хорватов намного чаще встречаются славянские корни. У сербов же много интернационализмов, хотя в истории сербского языка тоже существовал пуризм, но, к сожалению, не удалось ему победить, и поэтому вот так. Это очередная разница. 19 век тоже, конечно, очень интересен, потому что в Хорватии тогда были очень популярные всякие идеи сотрудничества хорватов и сербов. Люди восхищались идеей сближения славян. Родилась идея того, что в будущем, когда-то, когда хорваты и сербы и другие южные славяне освободятся от немецкого и турецкого давления, что они образуют такую южнославянскую конфедерацию. Эта конфедерация в конечном итоге, как идея, получила название Югославия. И особенно в XIX веке это была прежде всего идея, популярная у хорватов. В Сербии была немножко другая обстановка, так как Сербия получила определенную степень автономии еще в начале XIX века, после первого и второго сербского восстания. И там как-то сражалась с этой идеей южнославянского сотрудничества, идея того, что в историографии потом позже называется идеей Великой Сербии. И с этим был связан один чех, Франтишек Зах, и с этой идеей был связан также один серб по имени Илья Гарашанин,
который переработал идею Франтишка Заха о Великом Южнославянском царстве в идею Великого Сербского царства, которое должно быть построено на основах средневековой сербской державы. И, в принципе, Сербия должна была представлять такую главенствующую силу среди южных славян и возглавить, конечно, всех южных славян. И эта идея была привлекательна и некоторым хорватам. Так что даже среди хорватов она имела определенную популярность, хотя существовали и другие идеи, существовали и уже тогда, в XIX веке, идеи о независимой Хорватии. И очень интересно будет это для наших русскоязычных зрителей, что эти хорваты, которые боролись за то, чтобы Хорватия была независимой от всех, то есть чтобы она не входила ни в какую-то Южнославянскую конфедерацию, ни в Австрию, они поддержку для этого искали у российских императоров. Но потом они в этом разочаровались, конечно, и пошли дальше по своему пути. Нельзя сказать, что отношения между хорватами и сербами в XIX веке были совсем плохими. Нет, совсем не так. Сербы и хорваты очень часто сотрудничали, и до сих пор есть некоторые плоды этого сотрудничества. Например, автор хорватского национального государственного гимна — это серб Иосиф Рунянин. Автор мелодии. Он не написал текст, а написал мелодию. Потом тот, кто написал именно гимн, хорват Антон Миханович, он является очень значимым человеком в истории славистики, в истории открытия многих старославянских документов. Он, как хорват, посетил Афон и провел определенное время в монастыре Хиландар. Это сербский православный монастырь на Афоне. Вот так что тут видим, что хорваты и сербы все-таки как-то сотрудничали. Вот. И потом потихоньку приходим к концу 19-го, началу 20 века, когда, с одной стороны, отношения между хорватами и сербами начали сильно ухудшаться. Начало этому было положено еще в XIX веке, потому что как сербы, так и хорваты знают очень много горячих людей. Ну и так, например, Вук Стефанович Караджич изобрел такую идею, что все, кто говорят «что», это сербы. То есть нет там никаких хорватов и других народностей. Есть сербы-католики, то есть хорваты, есть православные сербы и есть сербы-мусульмане, а не боснийцы. Но боснийская идентичность — это отдельная вещь. Она начала развиваться еще там гораздо позже, в 20 веке где-то, как именно отдельно от сербской и хорватской. Но, в общем, это был сербский первый шаг, потом второй шаг был хорватский. На эти провокации Вука Стефановича Караджича ответил хорват Анте Старчевич. Это как раз он сначала искал поддержку у российского императора для того, чтобы он помог создать независимое хорватское государство. Но и он, в свою очередь, объявил, что нет никаких сербов, что это все хорваты православные. Словенцев тоже нет, потому что это просто альпейские хорваты. Ну и, в общем, началось это. Типичный такой шовинизм. Вот. Пошло-поехало. Однако тут есть всякие еще оттенки, как это можно понимать, но, может быть, об этом в каких-нибудь других выпусках. То, что я дальше хочу сказать, что очень сильно повлияло на ухудшение отношений между хорватами и сербами, это была официальная венгерская политика. Кто-то может спросить, как венгерская, почему венгерская? Потому что Хорватия она подчинялась венгерскому королевству в рамках Габсбургской монархии. И, естественно, венгры тоже тут имели определенное влияние. Особенно известен такой плохой славой был бан или наместник короля Куэн Хейдервари. Он особенно известен тем, что работал над тем, чтобы хорваты и сербы больше ссорились друг с другом. Также официально австрийская политика это делала в Боснии, например, потому что они боялись этого объединения хорватов, сербов, там, боснийцев, да, и они специально еще раздували, прям официально раздували ненависть или эти новые идентичности, да, там какие-то боснийцы-мусульманы, не хорваты и не сербы. В общем, все это повлияло. И потом нашелся в Хорватии один человек, который, как по мне, поступил очень плохо. Самое ироничное то, что он по своему народному происхождению даже не был хорватом. Он был из еврейской семьи, которая приняла католичество и начала считать себя хорватами. Его звали Йосип Франк. И
он возглавил такое более радикальное течение в рамках хорватской партии «Право». И это радикальное течение славилось как раз своей большой ненавистью к сербам. И не случайно именно из этой фракции позже, на протяжении 20 века, развилось усташское движение, которое так сильно опозорило славянский народ, особенно хорватский народ, и которое принесло, в принципе, так много горя. Вот. И как раз среди его потомков были те, кто был в верхушке усташей. Но нужно сказать, что эта их партия, ее большинство народа ее не поддерживало. Наоборот, большинство народа было тогда республиканцами уже, то есть хотела Югославию, но хотела, чтобы Югославия была устроена на республиканских основах. То есть Югославия как республика, будто конфедерация или федерация равных государств. И это было очень популярно среди хорватов, у которых был опыт монархии, 1000 лет монархии, да, и которые были разочарованы, так грубо говоря, всем тем, что видели в разных монархиях. В Сербии, с другой стороны, царствовали монархические взгляды. Конечно, некоторые республиканцы были и среди сербов, некоторые монархисты были среди хорватов. Если сказать там из моей семейной истории, у меня были монархисты часто, да. Часто были именно монархисты. Хотя были хорватами, но вот такая интересная история. Может быть, тоже когда-то расскажу побольше об этом. Ну так вот. И многие хорваты мечтали о том, чтобы все южные славяне соединились. Но как только была образована Югославия, точнее государство сербов, хорватов и словенцев, хорваты и словенцы в том числе разочаровались сильно, потому что казалось, как будто для части сербских властей это все была такая игрушка. То есть официально это Югославия, а по факту это Сербия. И, конечно, это не понравилось ни словенцам, ни хорватам. Тут начались уже конфликты на этой основе. Тем временем втихаря эта маленькая фракция этих франковцев, они дальше развивали эту ненависть к сербам, так что даже были определенные, можно так сказать, гонения. Ну, в общем, что хочу сказать. В начале 20 века, когда в России готовились там революции одна за другой, то в Загребе, например, эти франковцы устроили такое шествие по сербским магазинам, разбивали все сербское. И выдающийся хорватский политик Степан Радич, он сказал им тогда, что они делают это во вред хорватскому народу и что это пятно останется навсегда. Внимание, это еще была даже не Югославия, а еще Габсбургская империя, точнее Австро-Венгрия. И уже им он так говорит. Но иронично этого Степана Радича потом убил серб Пуниша Рачич, что объединило всех хорватов за партией Степана Радича, которая, кстати, была не усташская, но когда усташи сделали свой переворот во времена Второй мировой войны, некоторые из этой партии перешли на сторону усташей. Другие же перешли на сторону партизан, а третьи вообще не хотели иметь дело ни с теми, ни с другими. Поэтому это было очень, очень по-разному. Ну, так, в общем, я сейчас уже потянул это до 20 века, но что я хотел сказать? Но видим тут, что, да, хорваты и сербы, несомненно, это два разных славянских народа, но славянских. Разных, но славянских. Или, как говорил Степан Радич, хорват и серб — это два брата, а не один человек. То есть два брата, два человека, которые по факту того, что они братья, они похожи, конечно, но они не тождественны друг другу. Так что среди сербов были, конечно, сербы-католики, они сейчас есть. Среди хорватов есть и православные хорваты, они и сейчас есть. И не имею в виду только тех, кто присоединился к той лже-церкви хорватской, которая, кстати, недавно она там распалась, по-моему, Хорватская православная церковь. Она никогда не была каноничной. А я говорю о таких православных, которые состоят в канонических православных церквах. Вот я, например, тоже как хорват, я состою в сербской православной церкви, так как нахожусь на ее канонической территории, и меня это не смущает ничем. Но если там вдруг больше хорватов станет принимать православие, и появится необходимость образовать действительно каноничную хорватскую православную церковь, ну,
даст Бог, тогда это так и будет. Но нужно понимать, что эти разделения церквей, то есть с этими префиксами национальными, хорватская православная, там, сербская православная церковь, русская православная церковь, что это не имеет значения такой национальной церкви, потому что православие, каноничное православие, оно одно. То есть все мы, кто состоим в каноничных православных церквях, мы составляем одно православное тело, а не разные там православные церкви, которые поссорены друг с другом, хотя такое тоже существует, но я сейчас не об этом. То есть мы молимся, например, в Сербской православной церкви за патриархов всех других поместных канонических православных церквей, к примеру, да? То есть мы все соединены одной верой Господа нашего Иисуса Христа. Это разное. Ну, и так что, видите, даже по моем этом примере, что вот, да, хорват может быть православный и при этом все равно быть хорватом, да. Серб может быть католиком, но при этом все равно оставаться сербом. Религия тут не имеет значения. Может быть, имеет значение только у тех людей, для кого религия вообще в первую очередь не играет никакой важной роли, а просто, ну, это моя традиция. Вот такая вера тогда, это и не особо вера. Состоит просто в том, что кто-то какие-то традиции уважает, а не состоит в том, что нужно верить, действительно, молиться. Ну вот, так вот это я вам хочу сказать, да. Значит, чтобы подытожить, хорваты и сербы — это два разных славянских народа или два разных племен славянского народа. И у каждого из них есть свои особенности, которые стоит сохранить, но было бы неплохо знакомиться друг с другом, было бы неплохо дружить. Может быть, не в одном государстве, так как мы оказались незрелыми для этого, но жить как хорошие соседи, как друзья все-таки. Вот это такая мечта. Мне бы хотелось, чтобы между всеми славянами отношения были хорошие. Меня часто, когда мне говорят все плохое, комментируют, у нас тут все плохое про других славян, там, мол, русские не славяне, там, про украинцев что-то, про поляков что-то. В общем, люди, чьи сердца исполнены ненавистью или просто у них глаза затуманились, к сожалению. Ну да, они всякое такое пишут, но, как я это вижу, вот именно эта ненависть, которая существует между определенными славянами, и в ненависти, в этой ненависти заинтересованы некоторые из славян и многие из неславян. Вот именно эта ваша ненависть привела к тому, что сейчас между Россией и Украиной, привела к тому, что было между Сербией и Хорватией, привела к тому, что было между Сербией и Болгарией. Именно эта ненависть, если бы мы постоянно воспитывали, в первую очередь у себя дома, в своей славянской стране, эту любовь и уважительное отношение к другим славянам. И если бы никто из нас не принимал шаги, которые во вред другим славянам, другому славянскому государству, то, может быть, все было бы лучше. Но панславянская идея, она такая. Ею прикрываются многие, кто на самом деле не хочет никакого добра другим славянам, а кто хочет просто навязать свое. И это не есть хорошо. Но да, в русскоязычном пространстве очень часто говорится особенно о том, какие хорваты плохие, мол, с этими усташами, что типа все хорваты их поддержали, что это было массовое явление в Хорватии, что не могло бы быть дальше от правды. Ну, если это было бы правдой, то почему столько хорватов вступило в партизанские отряды и все-таки боролось против этой власти захватнической, квислерской, предательской? Это с одной стороны. Но с другой стороны, замалчиваются в этих кругах те факты, которые, например, связаны со сербской частью истории во времена Второй мировой войны, которые, в принципе, ничем не лучше. Единственная разница в том, что в Сербии никогда не жило так много хорватов, как в Хорватии жило сербов. Это раз. Но вообще-то Сербия хвасталась, Сербия Второй мировой войны хвасталась при Гитлере, что они стали первой европейской страной чистой от евреев, что бы это ни значило, да? Вот, видите. И даже сейчас, если я посмотрю вот на современную жизнь хорватов и сербов, да, если мы разговариваем про Вторую мировую войну, и да, конечно, эти преступления нужно осудить, но что сегодня происходит? Например, аборты, что в Сербии, что в Хорватии, да? Ужас, сколько этого происходит в год. А это убийство. Это убийство самых невинных, тех, кто даже еще не успел родиться. Не так давно смотрел эту статистику. В Сербии около 200 тысяч
таких абортов в год. В Хорватии не намного лучше, кстати. Вот это проблема. Это проблема. То в прошлом, что было с усташами, да, сколько их там побили. А это сейчас происходит. И это если каждый год по 200 тысяч абортов, это уже на протяжении нескольких лет очень легко перевешает цифры с Второй мировой войны. Это что-то, о чем стоит задуматься. Мы бы должны были побороться сейчас за наше здоровое будущее. Хорватские, сербские семьи. Сколько детей обычно рождается в наших семьях? Очень мало. Да вообще проблема, очень большая проблема — это построить стабильные такие отношения и воспитывать детей правильно. Сколько разводов в Хорватии, в Сербии? Пока у нас еще не так плохо, как со статистикой у восточных славян, у русских, белорусов, украинцев, но все равно тут просто каким-то большим математиком быть не нужно. А можно быстро догадаться, что все это ведет к концу хорватов и к концу сербов. Просто потому, что жизнь не любит. Вот это моя такая критика. Я могу сказать, что я лично смотрю вперед. У меня лично, в личной, вне интернетовой жизни никогда не было никаких проблем ни с какими славянами по народной причине. Вообще такого не было. В Сербии меня хорошо приняли. Узнав, что я хорват, не было, не знаю, никто меня не побил. Все меня хорошо встретили, со мной там отпраздновали. Так что, наверное, что человек в сердце носит, вот с этим и встречается. А я вам желаю всем, чтобы в своих сердцах носили добро, здоровое любопытство славянами, прежде всего, но потом и вообще любопытство — это хорошая вещь, если все правильно направлено. Это было такое мое размышление насчет темы сербов и хорватов. Может быть, я эту тему еще буду развивать. Мне интересно узнать ваше мнение, ваши отзывы. Узнали ли вы для себя что-то новое? И, вообще, понравился ли вам этот выпуск? А если хотите посмотреть некоторые из наших выпусков по индоевропейцам и другим славянам, предлагаю перейти тут по ссылке, да, думаю, тут будет или тут, увидите, впрочем. И на этом сегодня все. Пока-пока.